Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, я расскажу вам о наушниках OnePlus Buds 2 Pro. Почему они настолько крутые? Не потому что на 100% громкости, от которых вы, скорее всего, посадите свой слух, они могут проиграть 5,5 часов, и даже не потому, что здесь есть мультипоинт, есть возможность отключить сенсоры приближения, не поэтому, не потому что они идеальны просто по эргономике, я не знаю, я более удобных наушников еще не встречал. И даже не потому, что они классно звучат. А знаете почему? Потому что вот эта китайская версия, разумеется, лучше всего идут к OnePlus. Но даже в ней, несмотря на то, что это китайская версия, работает функция здоровья, когда она отслеживает, насколько правильно ваша осанка. Даже в ней есть функция, когда вы можете разминать шею. И даже в ней работает практически все и везде. Проще говоря, вы здесь имеете наушники, которые могут работать хорошо с айфоном, хорошо с андроидом, ну еще лучше, разумеется, с OnePlus. Здесь есть кодеки высокой четкости, и за что я люблю OnePlus и их ТВСки, за то, что они никогда не забывают про свой продукт. Если я сегодня вам о них рассказываю, я знаю, что завтра они станут лучше. И это не рекламный ролик, потому что на OnePlus Buds Pro я делал обзор, получается, больше года назад, и я их очень сильно ругал. Была высокая стоимость, не было мультипоинта. И чтобы вы подумали, они добавили мультипоинт. А Pro 2 вышло уже полностью упакованное. Что они еще сюда добавят, я не знаю. По функциям все шик, блеск, красота. Примеров микрофонов в ролике будет море. Это раз. Два, разумеется, будет пример задержки. Она здесь минимальна. И три, по звуку они мне, спойлер, разумеется, понравились. Хотя я надеюсь, что он станет лучше. Посадка на данный момент лучшая из всех затычек, что я встречал. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в бело-красной коробке из плотного картона. На ней есть изображение и название модели, а также краткая характеристика. Пакинг хороший, все в стиле OnePlus. Упаковка пришла целая, как и само устройство. Вообще, когда распаковываешь OnePlus, всегда хочется их распаковать, умеют они коробки делать. На подарок однозначно зайдет. В комплекте мы имеем краткое руководство на китайском языке, бокс, наушники, короткий кабель для зарядки с USB-A на USB-C, далее 3 пары амбушюр различных размеров. Первые впечатления от бокса и наушников очень хорошие. Весит бокс 48 граммов, а один наушник весит 5 граммов. Габариты бокса 61 на 50 на 25 миллиметров. Габариты наушников 32 на 22 на 18 миллиметров. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 5,9 на 4,6 на 3,3 миллиметра. Вообще, по моим ощущениям, они должны подойти практически всем. Если вам подходят яблочные наушники, эти подойдут точно. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на этот канал, пишите в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок, там только интересные предложения. Мой личный телеграм-канал и телеграм-канал взаимопомощи. Все в описании. Кому интересно сравнение характеристик, у меня еще есть Дзен-канал с статьями. Там есть таблички и с наушниками, и с часами, и с телефонами. Разумеется, с ссылками на обзоры и практически всеми характеристиками, которые я проверял. Поэтому подписываемся, смотрим, выбираем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем к наушникам. Полетели. У меня на руках китайская версия данной модели, но разницы между китайской и глобальной версией по мне нет. В продаже имеются две расцветки на выбор. Это черный и темно-зеленый. Дизайн бокса практически такой же, как дизайн бокса прошлой модели. Выглядит он очень привлекательно и солидно. Выполнен бокс из легкого прочного пластика, но странно то, что он холодный. Бокс матовый и не марки. Ко всему, потертости на боксе моментально не появляются. В кармане практически не уменьшается. На корпусе расположили надпись OnePlus DIN Audio, LED-индикатор, который расположили рядом с выступом для удобного открытия крышки, и хорошо оформленный разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, но из-за формы бокса не всегда удобно. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, шарнир металлический, люфт у крышки отсутствует, хлопок при закрытии бокса не звонкий. Внутри все оформлено минималистично, есть два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и кнопка для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой необходимо приложить усилия. Извлекать наушники из бокса очень удобно, за что отдельный плюс. Переходим к наушникам. Выполнены они из тактильно приятного материала. Ножка глянцевая и верхняя часть наушника матовая. Сборка качественная, дизайн стильный, как вы видите. Выглядят они
минималистично и аккуратно. Посадка топовая, из ушей они сильно не выпирают. При длительной носке уши не устают, во время пробежки из ушей не выпадают. Пассивная шумоизоляция по мне отличная, даже без активной. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики приближения, область сжатия для управления, из команд на борту play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, включение режима низкой задержки и переключение между режимами. Ложных срабатываний у меня не было, что стандартно для управлениями зажатиями. В приложении можно настроить тапы, что удобно. На нажатие откликаются наушники очень хорошо быстро. Команды сопровождаются приятными системными звуками. Есть управление камерой, но только в паре с OnePlus. Во всяком случае сейчас. Минус за то, что на борту нет регулировки громкости. Как по мне, это фейл. И регулировать громкость можно только с помощью голосового ассистента или с помощью смартфона. Уверен, что с прошивками это дело довезут, но пока только так. Наушники оснащены чипом BES2620YP, 11-мм динамическими низкочастотными драйверами с катушкой, плюс 6-мм плоскими пленочными твиттерами. Акустическая система Hi-Fi класса разработана совместно с DIN Audio, как всегда. Частот от 10 Гц до 40 кГц, и это, да, говорит о том, что у нас с затуханием все в порядке, и сибилянтов мы, по идее, слушать не должны. Звуковое давление 97 дБ, вакуумное активное шумоподавление до 48 дБ на борту, и это прям очень круто. ANC работает корректно, на улице, в метро, рядом с дорогой и не только. Посторонние звуки глушатся отлично, даже громкие. Но единственное, надо выкручивать на 50% громкости, разумеется, какую-нибудь музыку, потому что если вы просто включите шумодав, вы все равно будете слышать громкие звуки. Ко всему есть интеллектуальное персонализированное шумоподавление, которое подстраивается под структуру уха. Если честно, по мне это маркетинг. Также есть динамическое шумоподавление с несколькими сценариями. Режим прозрачности также на борту, он не раздражающий, отрабатывает хорошо. Любителям побегать на свежем воздухе, слушая музыку в наушниках, данная функция будет актуальна, да и не только им. Но вот по прозрачности встречал получше наушники. У этих искажение окружающего вас звука либо голоса довольно приличное. Может быть, еще раз повторяюсь, допилят с прошивками. Наушники оснащены тройной конструкцией с защитой от шума ветра, и да, шум ветра не режет слух с включенным режимом прозрачности. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается. По одному работают, и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Анимация есть на смартфонах OnePlus и Oppo. Ко всему еще ее можно менять на разные другие анимации. Это круто. Выглядит бомбезно. Полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту. Притом неважно, что за устройство. Главное, чтобы у них Bluetooth был. Датчики приближения отрабатывают быстро и корректно. Ко всему их можно настроить в приложении. Также наушники поддерживают технологию пространственного звука с 2 режимами, такие как фиксированный и отслеживание головы. Это считаю тоже абсолютно маркетинговой приблудой, потому что сколько брендов это все не заводило, при любом раскладе пользуются единицы этим, и поддержка у программ у этого дела единица. Есть фирменный плеер для пространственного звука. Технология работает быстро и корректно. Как по мне, функция больше подойдет для просмотров фильмов или для игр. Из полезного OnePlus Buds Pro 2 имеет технологию Golden Sense of Hearing для индивидуального звучания, что удобно. А также функция слежения с зашейным отделом позвоночника. Это прям must-have, потому что я проверил, я вам советую, если вы приобретете эти уши, не брезговать, потому что в программе есть еще и рекомендуемые тренировки для шеи. Я вам скажу, что они помогают. Есть функция Smart Dynamic Bass, с помощью которой наушники могут динамически усиливать басы в режиме реального времени. Ко всему можно самому регулировать усиление и уменьшать амплитуду басов. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 520 мАч, беспроводная зарядка стандарта Qi на борту, емкость аккумулятора одного наушника 60 мАч, полный цикл зарядки по кабелю наушников и бокса 1 час 45 минут, что неплохо. Чехол же заряжается за час. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза. Саморазряд у бокса я не наблюдал. На 100% громкости, без различных технологий и без активированного активного шумодава по кодеку LHDC. За 3 часа 20 минут у левого наушника из 100% осталось 50%, у правого 60%. Со 100% до 0% они разрядились у меня за 5 часов 20 минут, при том, что левый наушник отвалился на 15 минут раньше. Но, повторяюсь, громкость у них просто атомная. На 100% вы посадите слух себе 100%. Саморазряд от бездействия 10% 3 часа. За 10 минут в боксе они мне дали 3 часа прослушивания музыки. Водонепроницаемость класса IP55 у наушников, у бокса IPX4. Я искупал их в воде около 30 секунд. С ними ничего не произошло. Разумеется, все тесты микрофонов были до утопления. Функционал не пострадал, и на звучание это никак не повлияло. Плавать вместе с наушниками, разумеется, нельзя. Если у вас
вас смартфон OnePlus, то все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Если же вы пользователь смартфона другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. В настройках наушников мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности ко всему в процентах. Можно прокручивать модель бокса с наушниками, настройку режимов, включение персонализированного шумоподавления, далее есть эквалайзер с 4 предустановками, включение функции Buzz Wave и даже можно настроить 3 кастомных 6-полосных эквалайзера. Это, конечно, не космос, но приятно. Включение режима высокого разрешения, настройка золотого профиля звука, включение технологии пространственного звука, включение Zen Mode Air для воспроизведения белого шума, притом можно его выбирать. Обновлять прошивку можно, и мне обновление уже прилетало. С другими смартфонами, разумеется, функций больше или меньше, но все плюс-минус одинаково. Напоминаю, что единственное у OnePlus, когда вы с ним в паре используете данные наушники, появляется возможность отслеживания вашей осанки, состояния вашей шеи и управления камерой. Bluetooth версии 5.3 использует технологию Low Energy Audio Bluetooth Audio и кодирование LC3. Также из кодеков на борту AAC SBC, а также кодек LHDC довольно новой версии 5.0. По стабильности связи все отлично, через две стены не отваливались, фризов я не наблюдал. Со смартфонами Apple данная пара также работает и в целом даже очень хорошо. Но некоторые функции недоступны и, разумеется, слушать музыку по кодеку LHDC не получится только по кодеку AAC. По заявлению производителя задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 54 миллисекунды. По моим тестам задержка с включенным режимом в паре с OnePlus 11 на YouTube минимальна, как в целом и в играх. Играть более чем комфортно, учитывая, что это беспроводные наушники, примеры вы сейчас увидите на экране. Sounds like my counterpart. Taking fire! Countdown. Won't work. We're accomplishing lobbies will soon be down. Enter now. Another enemy down. Kill their enemy. Off to my ambush! Awesome. Reloading. Taking fire! On the way here. Микрофоны с чувствительностью 38 дБ и технологии Sunmai AI отрабатывают хорошо. Голос сильно не искажается, перегруз минимальный, но сказать, что я в восторге от микрофонов, я не могу. Примеры вы сейчас услышите и поймете почему. Надеюсь, что они их допилят. OnePlus Buds Pro 2 рядом с скалами, соответственно, здесь минимально слышно все-таки прибой, ветра немного, и вот так вы сможете разговаривать с собеседниками, используя эти наушники. Это, скажем, одни из самых идеальных условий обстановки. Нет, ну чуть-чуть задувает, но во всяком случае не слышно никаких машин, никаких, там, не знаю, не, вот сейчас хорошо задувает, никаких посторонних разговоров, допустим, от кого-то. Можно сказать, общение в идиллии. Очень мне нравится, как они сидят. Очень сложные девайсы, в принципе, сейчас уже люди, которые создают наушники, они, конечно, думают наперед, потому что маркетингу нужно продавать, а как продавать то, что, по идее, должно просто воспроизводить звук и передавать ваш голос. Ну вот извращаются они. Здесь извращаются в плане положения головы. Мне эта штука мне понравилась, потому что, говорю, еще раз повторяюсь в 1000-й раз за ролик, даже в китайской версии это дело работает, и это классно. Пример работы микрофонов OnePlus Buds Pro 2. Улица, не особо много машин, но периодически громко. Или, правильнее сказать, эпизодически. Не громко, точнее громко вот от таких табуреток, конечно же. И если прислушиваться, то мне кажется, что микрофоны уже работают неплохо. Разумеется, с новыми прошивками все будет еще лучше, но пока только так.
Звучание. В стоковом звучании запас громкости просто лютейший. Они очень громкие. Одни из самых громких наушников, что я слышал. Звучание однозначно мощное, с панчем, энергичное, с уклоном в низкие частоты. Бас плотный, упругий. Средний бас в наличии, как и многослойность. По мне, чуть-чуть не хватает объема. Звучание хорошо сбалансированное, середина с отличной проработкой. Верха не теряются и звучат отчетливо, но по мне все равно верхов мало. Затычки я встречал и получше. У Sony однозначно на голову выше верха. Вокал приятный как мужской, так и женский. Инструментал легко различим. На эквалайзер откликаются наушники великолепно. При активации активного шумодава звук меняется, разумеется, в худшую сторону. Сцена, как для ТВС наушников, широкая, глубина присутствует. Напоминаю, что настроек для персонализации звучания достаточно, и учитывая этот факт, прослушивать можно различные жанры музыки. Главное, чтобы руки из нужного места росли и эквалайзером умели пользоваться. Из минусов: нет регулировки громкости прямо с наушников пока, не лучшие микрофоны пока, по мне даже в первой версии на начало продаж были лучше. И, наверное, все, учитывая количество всяких штук, которые они туда добавили. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на этот YouTube-канал, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, в который я скидываю результаты тестов, те же микрофоны, примеры работы на улице, в кружочках, до обзора, либо после него. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно скину их в телеграм-канал скидок. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Buds Pro 2. Топовые уши, которые однозначно меня удивили. Большой плюс за то, что функционал спокойно работает на многих Android-устройствах. Это значит, что даже если у вас смартфон не OnePlus, все равно данную модель можно рассматривать для покупки. Конечно, не будет анимации и такой минимальной задержки, как со смартфонами OnePlus, но звучать они будут отлично, если ваш смартфон поддерживает кодек LHDC. К слову, на яблоке они звучат не хуже, чем AirPods вообще, даже сейчас. Ну и программы, разумеется, повторяюсь, есть везде. Всем огромное спасибо за просмотр. Если контент зашел, оставьте комментарий больше 5 слов, вы будете знать, что вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.